Здравствуйте, уважаемые зрители канала Рыболовной сети и рыболовные мережи. Поступили вопросы по поводу косынок. Да? Существуют разные косынки. Просто косынка, она есть треугольная косынка. Ну, ее применяют, как ставят там в летний период времени, да, какой-то пруд внизу, сверху идет веревка, шнур, да, и ставится, допустим, если это по лету, поплавок, да, поплавок, чтобы держала вверх косынки. Так ее ставят в летний период времени. Зимой по зиме рыболовную косынку опускают в лунку. Она также имеет треугольной формы, да, бывают разные, бывает там длиной, скажем, метр, полтора, бывает 3, бывает 5. То есть в зависимости здесь уже непосредственно глубины, где ее ставят. Но также она имеет разную ячейность, эта косынка. То есть смотря что необходимо. В основном ее делают из лески. Треугольники эти делают из лески. Но есть разновидность протяжные косынки. Также принцип действия такой же, это треугольная косынка. К низу привязывается какой-то груз, там пруд, проволока толстая, да, там штанга какая-нибудь. И также только она тянется уже за лодкой. Протяжная косынка, у нее она не просто треугольником, есть еще карман. Протяжные косынки бывают двух видов. Первый вид, это был вопрос, там, к примеру, 60-ки, да, косынку показать, как сделать с готового полотна. Да, я вам покажу. Вот берем с вами сетеполотно. Да. Вот это низ полотна. Низ полотна. Да. Сетеполотно имеет прямоугольник. Это бок. Мы начинаем с вами, то есть непосредственно, чтобы сделать нам треугольник какой-то, да, из полотна, начинаем резать. Я вот подложил листочек, чтобы было видно хорошо, да. Мы начинаем его резать. Резать начинаем, то есть под треугольник, скажем, высота его какая-то там, да, полотна. Вот ячея, крайняя последняя ячея, да, на этом полотне. И вот пошли вверх диагональ. Мы начинаем резать вот так вот. Вот это полотно. Раз. Это у меня, скажем, учебное полотно, которое мы используем. 2. Остается по одному хвостику. Да? Вот раз, вот хвостик 2, режем дальше, 3, режем дальше, 4. И вот так мы дальше продолжаем резать. То есть подтягивая это полотно, раскладываем, не спешим, иначе можем сбиться в рядах. Да, вот хвостик есть. Вот эту режем. Вот эту режем. Вот эту режем. То есть мы с вами сейчас вырезаем с полотна треугольник. Вырезаем просто с полотна, которое готово. С него вырезаем треугольник. Вершины. То есть, дойдя до вершины этого полотна, вот чтобы оставалась вот такая грань, да, и по одному хвостику оставалось. Хвостик, 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 хвостик. Режем вот это, хвостик. И то есть, чтобы дошли мы до вершины, и с вершины мы точно так же опускаемся вниз. Дошли до кромки полотна, обрезали. Ну, я вам покажу, просто не буду все полотно проходить там, да. Вот дошли, у нас закончилась вершина. Допустим, мы срезали это полотно.
скажем, до самого верха. Его просто срезали. И вот верх мы срезали, и осталась у нас вот такая ячея. Да, одна. Вот, ячея. И мы начинаем срезать его вниз. До верха дошли, осталась ячея, 2 хвостика вверху. И начинаем срезать это вниз. Срезаем вниз. Срезая вниз. Режем дальше, не спешим, спокойно раскладываем, чтобы вам было удобно-то. А мне-то я могу, не раскладывая его, резать. Дальше вниз. И сейчас, в данный период времени, скажем так, немножко, наверное, разложу сейчас листы, чтобы вам было более видно. То есть с полотна я вырезал треугольник. На крайних петлях, на крайней петле, то есть этого треугольника, осталось на последней ячее, 2 хвостика. Осталось 2 хвостика. И внизу ряда осталось 2 хвостика. То есть я с полотна срезал, сделал треугольник. Да? Вот он вот так выглядит. Этот треугольник. Скажем, если его разложить, вот так он выглядит. Треугольник я вырезал с полотна. Но этот треугольник можно провязать самому, да, он немножко будет другой, качественный, там, скажем, не будет этих узлов развязанных, скажем, будет держаться прочнее. То есть, если вам необходимо сделать непосредственно косынку протяжную, да, вы делаете вот такой треугольник, но он будет просто большой, да, делайте большой этот треугольник. Сделали большой треугольник, и потом, чтобы сделать правильно протяжную косынку, низ этой косынки, вот нижний ряд, его необходимо вам посадить точно так же, как рыболовную сеть. Точно так же посадить, как рыболовную сеть. То есть шнур взять там независимо 2-3 мм, 4 мм. Петли, ячеи подсадить. А в боковые уже, непосредственно в боковые, вам просто продеть необходимо вот этот крайний ряд, продеть шнур или там веревку, продеть в эти крайние петли. С одной стороны и со второй. И уже замерить там высоту. Вашей косынки замерить высоту и уже как бы сделать узел вверху. Но низ необходимо подсадить. Если вы просто оденете здесь шнур оденете снизу, то петли будут гулять влево-вправо. А так они будут находиться на том расстоянии, каким необходимо им быть. То есть сделайте здесь сад, точно так же, как сеть вы садите вот эти петли. Это первым. Необходимо, то есть это если делается непосредственно косынка, да, с карманом. Ну, глубина кармана зависит от того, какое полотно. То есть, если скажем, эта косынка там 2 на 2, низ 2 метра и высотой, ну, пускай там 1,5 метра, то низ набирается по полотну. Если полотно вы режете и хотите изготовить такую косынку, необходимо взять полотно, скажем, высотой, но лучше его от 3 метров. 3 метра по высоте.
Но лучше взять его 6. Если взять там 6 или 5 метров по высоте полотно, то карман этот будет глубже. Он будет глубже. И когда вы начинаете просто резать это полотно, с угла полотна начинаете резать, режете его до верха дошли и также режете вниз. Срезали его вниз. И там уже какое количество ячей у вас получится на низу. Лучше низ косынки посадить так же, как рыболовную сеть. То есть равномерно разместить на шнуре снизу, да, ячи. Присадить эти ячи к шнуру. А вверх уже просто прогнать по петлям. То есть вы не считаете там количество петель, да, вы просто обрезаете, какое полотно, скажем, у вас есть. Ну, есть 3-метровое, карман будет не очень глубокий. Также полотно это положили, с угла начали отрезать вверх, да, кусочек отрезали, потом вниз, и у вас получился треугольник, вы его закрепили на косынке. Также такую косынку, допустим, можно провязать. Вот когда, если вы его хотите провязать, то тогда уже провязанная косынка, там считается, да, количество ячей. Допустим, если у вас 2 метра там, по низу идет, то необходимо набрать там порядка 6 метров в жгуте. В жгуте расстояние будет больше, в жгуте там 8, это лучше. Провязать там 8. Ну, к примеру, как вы знаете, если ячея 60, да, 60 миллиметров, это грань ячеи. Сама ячея в жгуте на растяг, она будет 12 сантиметров. То есть вот количество ячей на 1,20 м, у вас надо 10 ячей на 1,20 м. 10 ячей. То есть, если вам необходимо туда уже 6 метров, да, ну это умножить на 5, то есть на 6, там, 50 ячей. Провязать 50 ячей и вывязывать уже треугольник. Также непосредственно косынка, протяжная косынка делается, да, ну вот как сачок, да, сачок там ловят бабочек, да. Грубо говоря, если в 3D измерении, 3 грани у нее идет, 3 грани, да, и она такая конусная, да. Это, скажем, также можно вырезать с полотна готового, вырезали с полотна 3 треугольника, и эти треугольники между собой сшили 3 шва, нанесли и сшили. Но также необходимо низ косынки этой, да, также необходимо посадить. 2 остальные грани, да, там продеть просто шнур. Лучше эти протяжные косынки рыболовный шнур берете, да, и его провязываете. То есть она уже будет вечно у вас. Даже где-то зацепится, вы сможете ее спокойно там выдрать, она целая останется, да. Там косынка, вы же тралите и на лодке идете, там, мало ли что. Понятно, что если кто этим занимается, они уже знают фарватер дна, и им как бы протягивать уже удобно. Зная места, они проходят, там ничего не цепляется. Но есть моменты, мало ли, зацепили, подплыли, там, достали эту косынку вместе с топляком, допустим, с бревном, отцепили ее и поплыли дальше, да. То есть вот такая разновидность этих косынок. Тем, кому необходимо посмотреть, то есть как провязываются, можно провязать, скажем, эти косынки с 2 треугольников. Делается 2 треугольника, один побольше, другой поменьше, да, то в этом случае уже треугольник, если вы провязываете, да, его там, да, уже набираете петли. Если у вас паук идет там 2-метровый, то необходимо в жгуте набрать количество ячей там на 4 метра. То есть уже не на 6, а на 4 метра. Провязываете один треугольник маленький. И второй большой треугольник провязываете уже в 2 раза его побольше, да, и, скажем, просто его большой размещаете вот так, да, и снизу дно, скажем, да, и уже тогда 2 шва накладываете, 2 шва всего наложили, и все, косынка готова, да. Вот такие действия необходимы для протяжной косынки. Я говорю, в основном его провязывают с рыболовного шнура, берут хороший качественный шнур, провязывают и делают эту косынку. Если необходимо сделать больше, там карман, да, побольше, скажем так, как сачок, который ловит бабочек, то необходимо вырезать 3 треугольника. Я просто не буду вам, ну, то есть, чтобы было вам понятно.
3 треугольника, можно вырезать 2 треугольника, один большой, другой маленький. Ну, скажем так, чтобы было вам понятно, 3 треугольника вырезаем одинаковых, да, и потом их вместе сшиваем вот здесь, да, сшиваем, накладываем шов по грани с одной стороны, потом накладываем шов по грани со второй стороны, и вместе треугольник складываем, 3 шва накладываем. Получается у вас такой, ну, в 3D, если вы представите, да, такой призма, такая призма получится, да, призма. И вот эта призма, низ опять же садится, как рыболовная сеть, и края продеваются шнуры. И эту призму уже более глубокий будет карман, как сачок ловить бабочек, уже будет более глубокий. То есть ловить будете как в сачок, скажем так. Но вот эти края тогда сшиваются. Сшиваются. И как я уже вам и говорил, что да, именно протяжные косынки, ну вот это самый простой способ из полотна, если у вас есть полотно и вам необходимо его сделать. Чтобы она служила вам долго, этим вы занимаетесь, да, протягиваете эту косынку. Тут вручную вывязывается 2 треугольника, один маленький, другой большой. То есть маленький, грубо говоря, вот так скажем, он лежит внизу, маленький треугольник, большой он как бы сверху идет и вот сюда вот. Ну, крылья просто, чтобы не развивать, чтобы не 3 вязать. 2 треугольника, один маленький, другой большой. Вот так вяжется, провязывается. И грани все равно тогда будет сшивание 2 граней. Но провязывается из рыболовного шнура. И шнура вы уже провязали, и тогда у вас как бы, ну, срок службы этой косынки будет очень долгий. То есть вы даже порвется, не будет дырки. С полотна-то она может быть, но шнур более, он держит нагрузку больше. И то есть как бы даже на истирание, когда вы его протягиваете, да, если хороший качественный шнур, ну там, если все нормально, даже тереться будет от песок, там, ракушку, камушек. То есть 5 лет вам его хватит вполне, то есть большой довольно-таки срок. Здесь вы зацепили, там, подтянули, выдрали и порвали. Надо делать новый. Ну, хочется делать новый, почему нет? То есть 2 способа делания именно протяжных косынок. Все. Спасибо за внимание.